Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте посмотрим. Голос у меня немножко, если вам слышно, да, не знаю, как там на видео будет, другой, потому что у меня началась сезонная аллергия, то она сильнее, то не очень, поэтому голос будет меняться. Конец апреля, мая это 100%. Ну вот так. Так что все нормально, все слава богу. Давайте переходим к мужчине. Думайте о нем, проговорите его имя. Ух ты! Ух ты, какие карты выскочили. Да, он хочет что-то сказать вам. Он хочет что-то вам сказать. Сейчас будем смотреть, сейчас будем выспрашивать, тянуть из него, потому что он очень напряженно сейчас. На сейчас именно. У него... Смотрите, вы еще не проговорили его имя. Может быть, кто-то и сказал, но... Может, кто-то и не сказал. Но он здесь. Он действительно здесь. Он... Что было у него сегодня? Что-то было нехорошее. Он как будто что-то испугался. Чего-то, кого-то, может быть. Как будто бы издалека смотрел. Либо за себя испугался, либо испугался за какого-то человека. Но страх в нем есть до сих пор. Мужчина, ну давай раскрывайся. Да, можете проговорить, чтобы посильнее пошли энергии. Угу. Да что ж карты так сыпятся? Ты куда-то бежать хочешь? Плохо ему. И спать хочет, и плохо ему. У него душа разрывается. Мечи, там мечи выпадали. Там мечи выпадали. Что-то у него... Он реально хочет за голову схватиться. Душа. На душе тоска и какая-то раздавленность, разбитость. Ты за кого-то переживаешь или за себя испугался? У него и так, и так. И так, и так. Опять мечевая карта. Вот смотрите. Он думает о вас. Он сейчас именно говорит, вот если бы ты была рядом, мне было бы спокойнее, мне было бы проще, я бы уже восстановился. Ты бы дала мне эликсир бодрости, эликсир успокоения, образно говоря. Может быть и нет, может быть он болеет. Но здесь больше как душа, здесь как будто бы он реально что-то испугался. За себя, либо за кого-то. Может по здоровью, может быть по каким-то делам. Денежные, казенные. Вот такое вот. Очень много разговоров в доме. Очень много мыслей, очень много телефонных разговоров. Переписка сейчас идет. Да, выскочил сегодня, и карты просто вот распадаются. Ему действительно плохо. Ему действительно плохо. Он в одиночестве, он хочет спрятаться. Мужчина, а ну опиши себя. Опиши себя. Это король Пентаклей. Терпеть не может сплетни, но участвует в них. Может поболтать, но терпеть не может их, когда кто-то за спиной делает, но сам может участвовать. Мужчина может прищуриваться, да, он действительно со стороны наблюдает, и он видит
вокруг себя, как будто бы и боковое зрение у него тоже работает. Он хорошо ездит на машине за рулем, он отличный водитель. Если он не на машине, нет машины, но он по-любому это бы смог. Значит, он идет по жизни, идет по улице просто, да, и видит вокруг. Он действительно запоминает людей, он запоминает их лица. Он через много-много лет может сказать, где-то его видел и потом вспомнит. Даже если это было, ну так, спонтанно и быстро. Мужчина с сединой. Он либо занимался боксом, либо когда он нервничает, он может кулаком ударить об что-то, там, не знаю, об стенку, об подушку, ну что-то такое. Вот он кулаки сжимает. Вот такой вот мужчина. Так он себя описывает, во всяком случае. Что карты про тебя скажут? Одинокий на сегодня. Одинокий по ночам. В подвешенном состоянии, некому пожаловаться. Женщина есть рядом, но он одинок. Женщина есть рядом, мама его, может быть, сестра, дочь, может быть и жена даже. Смотря кого вы сейчас видите здесь. Ну, вы чувствуете, вы уже поняли, скорее всего, кто это. Может быть, жена, не обязательно расклад общий, но какая-то женщина есть рядом. Может, просто соседка постоянно с ним общается, когда он выходит из дома. Думает о нем, переживает, но не лезет в его жизнь, потому что у нее свои интересы. Так, ну давай, мужчина, по раскладу, по названию, как говорится, да, что происходит в твоей жизни прямо сейчас. В принципе, уже многое сказано прямо сейчас. Ну, мысли твои давай посмотрим. Рассказывай, ты что ж карты прыгают прямо сегодня. Ух, ноги болят у него. И как будто вены надулись. Либо просто устал ходить или что-то такое вот, может, тяжесть какую-то носил. Любви не хватает. Ох, не хватает любви. Предал его кто-то. Кстати, а ты предавал? Ну, есть такое. В любви. И он был предателем, и его предали. Карты так говорят. Ты предавал, и карта любви. Да, в любви. Не в жизни. В жизни кого-то обманывал вообще вот по деньгам. Нет, он здесь напряжен, он это не любит и старается этого не делать. Но постоянно на нервах, что его обманывают, что его могут обмануть. Он не скажет, он промолчит, но обманывать не будет. А вот в любви, да, он вас предавал, да? Есть такое. Вот в руках держит. Есть такое. Ясно. На сегодняшний день мысли о девушке, которая смотрит, чувства к ней. Вот к вам. Какие чувства у него? Мужчина. Чувства, мысли. Думает о вас как о жезловой королеве. Это королева огня. И он вас видит на сегодняшний день решительной, пробивной. Да, где-то вы как будто бы, по его мнению, уходите в себя и закрываетесь, но на самом деле вы многое можете решать и многого можете добиться. Это он так думает о вас. Он очень сильно хочет, чтобы вы на него не обижались. Потому что ему плохо. А то, когда ты обидел.
А. Я сейчас спрошу у карт, но это его слова, это его мысли. Мне сделано было, говорит, женщиной, поэтому я обижал. А карты что скажут, было ли такое? Да, мечевая выходит, было. Какая-то женщина. То ли про вас очень плохо говорила, и он, да, вас обидел, он поверил. Настрой такой вот получился. То ли, да, была магия какой-то женщины, которая к нему лезла, от него что-то хотела. Карты сказали да, она разбила ему судьбу. Он в подвешенном состоянии, и ты любишь кого-то сейчас? Он боится. Он хочет встретиться с вами, но он боится любви, он боится ошибиться заново. И да, он считает, что вы на него в такой обиде, что уже его не простите, поэтому он как будто бы стоит и думает, а как дальше? Как дальше? Имею ли я право либо возможность любить? У него сердце, вроде бы в сердце есть любовь, но она настолько в каких-то тисках, потому что плохо ему в жизни сейчас, плохо. И вас рядом нет. Вы не вместе. Нет, по вот этому раскладу 100% вы не вместе. Он очень хочет, чтобы вы позвонили. Но он понимает, что вполне возможно этого не будет никогда. Но на сегодняшний день так. Он как в пропасть падает. Чувства все-таки как они? Вот открой их, открой по-настоящему. Ну, это карта победы, вырваться, хочет вырваться откуда-то. Он как действительно в каких-то мечевых тисках. Смотрите, здесь странная ситуация, серьезно странная. Такое впечатление, что он не дома, либо дома, но как будто бы не в том состоянии, в котором он всегда. Он сейчас на грани какой-то. Либо он не дома и хочет вернуться, либо он сейчас, да, дома, но тогда он не чувствует себя как дома. Он вот как лягушка, вот действительно здесь. И он очень хотел бы, чтобы вы ему позвонили. Реально. Может быть, не признается, может быть, струсит, может быть, закомплексованный очень сильно на сегодняшний день. Может быть, не станет рассказывать полностью, как его штормит сейчас, да? Плохо ему. Ну, чтобы не падать в грязь лицом. Но он очень хочет, чтобы вы ему позвонили, потому что только вы давали ему действительно этот, образно говоря, эликсир бодрости и уверенности. И он, да, он был таким мужчиной, он чувствовал себя. А сейчас он лягушонок. Он очень хочет вырваться откуда-то, он очень, еще раз, хочет победы какой-то жизненной и вообще вокруг себя, чтобы вот нормально что-то было. Плохо ему. И еще тут есть, ну давайте так, что тебя тревожит, волнует? Вот это вот, скорее всего, я сейчас посмотрю. Если выпадет еще раз мечевая карта, Пентакли, ну это по поводу денег, любви хочет, нету ее. Мечевая выходит все-таки, которая выпала. Казенное что-то давит его, что-то казенное. Он либо прячется, либо убегает от чего-то, либо отталкивает что-то, либо другого мнения.
и не хочет светиться, я не знаю, вот не хочет общаться даже с кем-то, либо за кого-то переживает и не знает, как это исправить. Но у него есть казенные страхи. Я не знаю, что это такое, вот казенные, но мне идет это. Может быть, вы поняли сами, да, что это значит? Но такое есть. Это либо казенное что? Боится тюрьмы, что ли? Не знаю, не вижу. Я просто вижу казенку. Вижу, если бы были обычные карты, это была бы карта треф. Может быть, это какая-то ответственность, юридические какие-то вопросы. Может быть, казенный дом медицина, может быть, в больнице. Или боится больницу. Или кого-то проводил недавно. Это тоже больно дало и боится за себя, и переживает за других. Вот такое есть на сердце. Но открыто я не могу сказать четко, потому что все-таки расклад общий. Но общая энергия, вот вы все, кто смотрите, да, сейчас, вот этот общий стержень, он есть, он присутствует в мужчине, о котором вы думаете. Ну вот в этом раскладе. Это есть. Это есть. Закрыт, мечевая и туда, и сюда, как-то двойственно в жизни. А это все-таки, да, и жезловая, как будто бы вы, и пентаклевая. Вы даете ему надежду. Он думает о вас. И даже мысли у вас ему дают надежду, что ничего, все будет хорошо. Скакивают карты. Ух, как его сейчас. Плохо ему. Вот именно сейчас. Да. Так. Тайна есть? Есть тайна. Но он разговаривает либо с высшими силами, с Богом, ну, смотря какой он веры, да, либо просто сам с собой разговаривает. И у него тайна есть, тайна страха, опять же, тайна реально страха и времени, когда это закончится, либо когда это изменится, когда я это пройду, либо когда я увижу уже что-то другое. Ну, вот такое вот у него время. Нет, он не хочет рассказывать. Тройка жезлов, он расскажет то, что его мучило, но не сейчас. Он расскажет. У него будет дорога новая. И да, возможно, вы увидитесь. Возможно, так. Если вам уже не по судьбе, если вы сами уже не хотите его видеть, ну, значит, где-то, может, в соцсетях он вас и увидит или где-то еще, да. Ну да, может и не подойти. А вообще очень хочет. Если по судьбе все-таки встретиться, вы встретитесь скоро-скоро. Дорога. Дорога странная, но она есть. Так, чему ты радуешься? У тебя хоть чуть-чуть есть радость? Ну, планы его, планы. Бумаги какие-то. Доделывает, либо исправляет. Ну или планы какие-то реально. Но его что-то будущее больше. Больше в голове сам себе рисует. Сам себе рисует вот эту радость. Спать хочет. Девятка в себе. Это больше как себя поднять, да, как король мечей. У него мыслей больше. Его не радует, он злится, он нервничает. А радуется только тому, что надеется, что для него тоже еще не все закрыто. Еще не все закрыто, что книга, вот он тут рисует, тут книга с этим же рисунком. Вот. Рисует, и вот книга, что он сам себе все-таки, он надеется на хорошее. Но на сегодня очень устал. Ну, оптимизм есть у него. Уже хорошо. Что в доме у тебя? Солнышко.
Он реально либо не дома, где-то на расстоянии, либо он постоянно вспоминает по шестерке кубков прошлое. Как бы ему хотелось вернуть это солнце домой, либо самому вернуться домой. Он любви хочет, а любовь есть, он ждет. Нет, он одинок. Он сам по себе. Давайте так, давайте посмотрим все-таки, если другая женщина у него есть, что у него с ней. Потому что вот эта карта, вроде бы есть женщина, но и в то же время больше как в его мыслях. Вот если есть, что у тебя с ней? Башня, разрушение, забор, ненависть, не пройти. Либо он один реально и просто мечтает о любви, чтобы женщина рядом была. Либо, если он все-таки с кем-то, то там забор. Там забор. Там сильная ненависть. На сегодня так. Двойка пентаклей, очень двойственная ситуация. И Луна — это как сам по себе каждый. Тут вообще нет отношений. А если есть, то только в какие-то амбиции, какие-то злые слова или мысли. Если есть женщина, у них не все в порядке, ого-го. А когда вы ходите на улицу среди людей, как ведете себя? Ну так, по правилам. Скажу так, как по правилам. Как сказали, так и веду себя. Да? Как надо, чтобы меня видели, вот так пусть и видят. Что-то типа этого. Да, вот так. Но он может быть не дома, поэтому и стена вышла. Он хочет куда-то. Он хочет в нормальное что-то. Твои действия, давай рассказывай. Твои действия, твои планы. Вот ты хочешь. Планы мы, в принципе, уже увидели здесь. Давай действия. Правосудие. Очень сильно хочет какое-то правосудие, чтобы свершилось. Чтобы что-то исправилось. Реально какое-то казенное дело. То ли у него на чаше весов его судьба, здоровье, подписание каких-то бумаг, либо наоборот разорвать эти бумаги. Что-то есть. И он очень хочет, чтобы правосудие в его сторону сыграло. Хорошую вот такую вот весомую роль. Устал, но и в то же время идет по жизни вот. Так надо, значит, вот так будет. Но очень хочет изменений. Любви хочет, идет к любви, надеется, что все-таки все изменится, все наладится. Король кубков. Но на стороже постоянно. Постоянно на стороже. Да, он реально издалека так вот прищурится и смотрит. Ну, может быть, даже голову поднимет и как подбородком кверху. Тоже так раз-раз посмотрел и дальше идет. Чтобы его не заметили, но чтобы он заметил все. Вот это он любит. У тебя есть желания какие-то? Может быть, ты хочешь сказать что-то женщине, девушке, которая сейчас смотрит тебя, вот вам. Хочет ли он что-то сказать? Давай, мужчина. Он хочет вам сказать, но при встрече. Выходит верховная жрица. Он как будто бы сейчас молчит. Именно вот через расклад передавать он сейчас не хочет. Он хочет с вами встретиться. И что-то сказать, да. Император. Про себя рассказать. Про свои планы, надежды. Хочет фортуну, хочет удачу, хочет успех, хочет вернуть счастье свое.
И да, он планирует дорогу к вам. Либо в сообщении напишет что-то, либо позвонит. Смотрите, как здесь. Раз фортуна выходит, он не хочет... Кстати, он реально не хочет по переписке много что говорить. Он может проявиться по переписке, по телефонному звонку, но он хочет именно встретиться с вами и поговорить конкретно. По фортуне, если по судьбе реально вам, вы скоро, очень скоро встретитесь. Если все-таки судьба закроет дороги друг к другу, ну потому что, может быть, он вас очень сильно обидел, вы сами не хотите этого, но он-то хочет, но судьба все равно перекрыть может дороги, и чтобы вы больше не переживали, чтобы вы шли своей хорошей дорогой. Но ему тогда по вот этому рыцарю жезлов даст новый путь. Он будет идти на исправление, но всегда будет думать о вас и а что бы могло быть, если все-таки бы мы встретились. Вот такие его мысли сейчас, такие его надежды. Так, ты кому-то вообще вот рассказываешь про свою ситуацию сегодняшнего дня? Чуть не выпрыгнула. Нет, не рассказывает, он боится даже. Ты кому-то доверяешь? Тройка пентаклей. Есть люди, которым он доверяет, но очень редко общается. Сам по себе он все-таки сам что-то делает, что-то исправляет, идет и живет в своих мыслях. Он боится, что нехорошие люди около него крутятся. И крысы есть, и змеи. Так, ну давайте у карт спросим, что они скажут, если вы хотите быть с ним, и что они скажут, если вы не хотите быть с ним. А по поводу дальнейшего посмотрим в другом раскладе, потому что здесь сейчас он на грани каких-то решений, и может быть оно и продлится еще, и карта об этом скажет, что все дальше так же само, а может быть что-то и будет как к нормальным переменам, будем смотреть. Ну давайте карты. Если вы хотите быть с мужчиной этим, да, что карты скажут? Он тоже очень хочет. Тройка мечей. Он тоже реально очень хочет. Вот вы, его слезы. Это двойка, закрытость. Мечевая двойка, закрытость. Он хочет сорвать какую-то закрытость между вами. И... он идет к переменам, он ждет эти перемены. Это опять же, как я один, но я справлюсь, и мы обязательно должны встретиться. Это трансформация, и это резкие перемены, когда что-то одно наконец-то уходит, выметается из жизни, и новое рождается. Он хочет новых отношений с вами. Он не хочет, чтобы повторялось, как в прошлом было. Ему больно, ему одиноко. Он понимает, что он где-то виноват, реально понимает. Но как по его сути он не скажет много про это. Он боится, что вы никогда его не простите и не вернетесь в его жизнь. Но он будет стараться. И да, вы встретитесь скоро. А ну, карты скажут, как дальше будет. Есть ли шансы счастливыми быть? Звезда. Да, есть шансы счастливыми быть. Но встреча все расставит на свои места, вы поймете это. Но звезда есть. Это значит, пути неисповедимы, но они есть, звезда светит. Так, и если вы не хотите быть с ним, что карты скажут? Больно он вам сделал, реально больно. И, кстати, он не сам. Есть еще люди, которые вам больно делали. И через него тоже давили. Есть такое.
Вы сейчас по жизни идете умеренно. У вас через какое-то время будет интересное событие, какое-то интересное реально. То ли куда-то поедете, то ли решитесь на что-то, но у вас как заживление ран душевных идет. Реально, как вот святая вода, как заживление душевных ран идет. Но по поводу ног своих посмотрите, подумайте, что-то не перегружайтесь сами и не перегружайте свои ножки. Может такое быть, что ножки будут болеть. Либо если болят, присмотритесь к этому, присмотритесь. Но все впереди переменчиво и очень интересно. Действительно, как переменчиво и очень интересно. Это рыцарь мечей, это как что-то обновляется. Да, может резко, да, может неожиданно, может потихоньку, но неожиданно, да, но что-то обновляется. Ждите хороших перемен. Как чистка идет. Хорошая чистка. О, на дне колоды тройка жезлов. Ой, тройка пентаклей. Присмотритесь к окружению вокруг себя, чтобы кто-то не сделал вам не очень хорошо. Есть такое. А у мужчины, если вот как по этой карте смотреть по раскладу, да, у него сейчас начнут проявляться какие-то интересы, какие-то действительно планы, но оно как такое жесткое, такое вот как тяжелое, но все равно идет вперед. Все равно идет вперед. Как-то так, знаете, с самого начала этого расклада какая-то энергия вот давящая, действительно. Поэтому и расклад я так веду, в такой в чувстве, как будто меня что-то давит. Но у него действительно вот так. А для вас, как последняя карта, на окружение свое посмотрите, особенно если вы работаете вот на своей работе, там, где вы работаете. Кое-что надо будет скрыть и не рассказывать. Не знаю. Ну, это посмотрим в другом раскладе, давайте, да? Давайте посмотрим в другом, что карты еще расскажут. И о мужчине смотреть будем, и просто про судьбу. Да, какие-то интересные моменты, какие-то интересные позывы там или новости. Все будем смотреть. Оставайтесь со мной. Всего вам самого наилучшего. Но вот эта ситуация и с мужчиной будет исправляться 100%. Но у вас здесь идет какой-то толчок. Реально толчок идет хороший. Вот. Посмотрим в следующем раскладе, что карты еще подскажут. Так что да, оставайтесь со мной, я вас жду. Увидимся, услышимся на Ютубе, только на Ютубе. Не забывайте, на других платформах меня нет, только на Ютубе. Анна Тарот, Ананки Тарот, 2 канала. Все, всего доброго, всего хорошего.